Доброе утро, вот и новый денек. Время 8:03, понедельник, 12 мая уже. Сегодня всю ночь шел дождь. Барабанил. Там, наверное, все залило. Ну, сыро, конечно. Но не сказать, что прямо вообще сыро. Да, сегодня как бы это весь день обещают дождь. Небо такое непонятное. Да, палатка даже немного уже подсохла. Вся в этих штуках. Ну, я еще ее то, что вон под березой поставил. Дождь-то не так сильно попадал. Да, небо оно однотонное такое прямо. О, животные, блин, вот и балбес, а. Надо было реально тихо выходить. Вон они. Так это лоси. Действительно. Блин, надо было реально выйти потихоньку до этого. На камеру их заснять. Вон они бегут по полю. Эй. Ну да ладно. Увидим еще, если что, лосей. О, бегут по полю. Не косули, это лоси. Пора пересыпать. Вчера взял. Это гречка 800 грамм. Раньше вроде килограммовые делали. Ну, у меня это проще. У меня как раз эта бутылочка где-то 800 или 900 грамм. То есть гречка вся залезет спокойно. Хорошая бутылка. Едешь и как бы сразу видно, сколько у тебя гречки осталось. Ну все. С горочкой получилось. Ладно. Пойдет. Это гостиниц. Муравьям. Сейчас как раз сыро, оно все разбухнет. Ну, в общем, все, собираемся. Решил на газу делать. Костер что сырое, все, еще и может в любое время дождь пойти, так что ну, проще на газу быстренько все приготовить. С утра кофеек. Говядина тушеная. Все, ждем. Ну, гречка, конечно, как всегда, он разварилась. Я прямо всю высыпал, что вчера оставалось. И сегодня на весь день хватит. Вон сколько ее. Девять 40. Ну что, за полтора часа собрался, грубо говоря. Ну, 10 минут не считая, пока шел до сюда, туда-сюда. Там. В общем, полтора часа на сборы ушли, да. Пока место. А мы дальше едем. Асфальт немного подсох. Хорошо. 9:41. 8 часов я шары открыл, грубо говоря. Там то да сёда, пока вылез из палатки, все там приготовил. Ну, за час 40 уже здесь оказались, да. Сборы. Я бы не сказал, что прямо торопился сильно. Так, что-то вальяжно, не торопясь все делал. Я думал, в надежде, вдруг опять дождь пойдет, так чтобы это... ну, в палатке опять сидеть, пережидать. Но дождик не пошел хорошо.
И когда я уже поел, тогда я и начал ускоряться по сборам. Кстати, вчера вот как все сделал, в палатку залез. И как начал дождь идти. То есть вообще, там, не знаю, в палатку залез, через минут 5, наверное, дождь пошел. Ну, такой, нормальный. То есть дождик меня услышал, мою просьбу выполнил и это, подождал, пока я в палатку не залез. Ну что, в общем, все, едем дальше. Кстати, хоть и дождевик был, но эту сумочку намочило. Ну, потому что дождевик закинулся вот с этой стороны. Вот прямо видно все. Блин, я думал, эта сумочка водонепроницаемая. Ну, видимо, это засчитанная пропитка закончилась. Она была пропитана, эта сумка, и как бы раньше, да, она не промыкала. А сейчас, зараза, стала промыкать. Это не очень-то хорошо. Я камеру ложу вот в этот кармашек справа. Ну, и он такой влажный довольно-таки внутри. Ладно, это как бы не страшно. Камера, ну, она не водонепроницаемая, она брызговая, непроницаемая. Под воду ее засунуть, да она зальется. От дождя, под дождем снимать можно. Так что вот эта влага, что кармашки, я думаю, ей особо не повредит. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы там было влажно. А река Краснояр. Ого, какая. А есть, смотри-ка. Я думаю, через недельку уже и купаться можно. Да и сейчас при желании можно залезть и сполоснуться. Ну, как бы я особо и не грязный. Я же каждый вечер перед сном, ну, это, влажными салфетками обтираюсь полностью. Вот они, все водные процедуры. Ну, это помогает реально. Космонавты ведь так, космонавты так и моются, обтираются. Они там душ и ванну не принимают. Короче, мы как космонавты, да. Сорокино. Вот там старая церквуха без креста. Видать, заброшенная. А, ну да, еще к теме этой сумки. У меня, в принципе, тут только инструмент лежит. Ничего такого. Ну, инструмент, что он? Ну, камеры, покрышки лежат. Думаю, ничего не будет ему. Цепчук. Что-то стоячая вода какая-то. Да, 16,2. Довольно это. Парилка такая. Влажность. Очень надо останавливаться. Ну, снимать куртку реально, хоть и 16 градусов. Ну, парилка такая. Жарковато становится. Кстати, сегодня ночка довольно теплая была. Что-то градусов 7. Вообще нисколько не замерз. Замечательно. Сегодня еще увидел, что центральная резинка, вон она как, она будто бы разорвалась, что ли. Как это произошло, я так и не понял. Если здесь вон как широко, а здесь узко. Ну вот резинка, она вот такая вот идет. И на 3. Это с крючком, специально багажная. В общем, офигенная резинка. Если что, у меня есть еще одна такая. Я прямо еще одну на запас взял. Ну и что, это порвется, вот эти две будут. Еще одна порвется. Ну, на одной уже, конечно, не повезу. Поставлю новую. Но если и новая разорвется, то возьмем классический трос толщиной палец. И вот с таким крюком. Во. И на таком поедем. Ой, ну ладно, надо куртку снимать. Это реально что-то. Парилка, душнилка такая. Хоть и градусов немного. Кстати, вчера, да вот, брызгал же этим баллончиком от клещей. Ну ничего, вечером ходил, потом осматривался, ну, есть ли клещи или нет. Но реально не было ни одного. Может, просто там реально не было просто клещей. Или чего. В общем, надо этот баллончик испытать будет. Опять куда-нибудь в кусты залезть. Ну, как тогда мы в логово клещей да залазили. Там их капец было. Вот там тогда, да, будут испытания этому баллончику. О, остановка.
Все, надо бы, конечно, мусор выкинуть. И у нас остановка, опять же, с одной стороны только. Ну ладно, на эту сторону проедем. Ну потому что вон по правую сторону, ну, не вижу. Какая громадина. Да, туда залазить долго. Лифта-то нету, только по лесенкам. Ну, хоть остановки пошли одна за другой. Это радует. Ну что, у нас сейчас большой город впереди, это Ишим. Туда мы только к вечеру подъедем. До него, ну, километров 80, наверное. Галышмановский район. Вот он. Или, нет, правильно, Галышмановский район. Вот куда мы заехали. Значит, Галышманово скоро будет. Ну да, что-то там километров через 15 может. Такая красота кругом. Все зеленеет. А вот это шикарная остановка. На такой ночевать можно. О, какая крыша. О, лишь бы не протекала. А тут это Усть-Ламенко налево. 1,5 километра туда. Отель, кафе, заправка. Ашоил. Ашоил. Чуть ли не Лукойл. А до Ишима-то 106. Я думал меньше. Галышманово 24. В общем, тогда придется в Галышманово заезжать, закупаться. У меня тушенка закончилась. Вчера брал 2. Их уже нету. Ну, вчера вечером поел, сегодня утром одну съел. Так что Галышманово заедем, затаримся. Ну, я не знаю, до Ишима, в принципе, можно дотянуть. Это будет опять 100 плюс километров. В общем, посмотрим, что загадывать. О, привет! Чайка. Тут это река Вагай. Опять же, если к Ишиму подъеду, опять там в ночи уже, по ночам там шастать, шарахаться, искать что-то, магазины. Ну, в общем, что загадывать, посмотрим. Что сейчас как дождь ливанет, и буду стоять на остановке где-нибудь. Ну, либо под дождевиком кое-как ехать. Так что не стоит загадывать. Тоже ничего, такой лесок. Но опять же, пашня, фиг зайдешь ведь. А тут, смотрите, асфальт-то это сырой. Видимо, здесь поливало не так давно. Омск 350. И уже, кажется, не так и далеко осталось. Блин, вот так вот еду. Какая-то мошка летает, блин. Бомбардировщики, камикадзе. Ну, своим телом меня бьют по лицу. Как-то это... неприятно, да. Откуда они появились? Вчера вроде не было. Ну, там одинокий синий трактор в поле стоит. Дождик-то прошел. Такой воздух прекрасный. Вообще свежесть такая. Благодать. Свежо. Вот после дождика всегда так. Вот тоже местечко классное. Вот туда за сосной. Можно остановиться, но я не хочу. Я хочу на остановку. 11:41. Ну что, 2 часа уже едем. И не прошло и 5 минут. А вот и остановочка на Боровлянку. Ну да, здесь по-любому остановимся. Мы тут отдыхаем, разминаемся. Ну, хотя и утром разминаюсь всегда перед поездкой. Зарядочку делаю. Ну, я так, чисто
походить. Потому что постоянно сидишь, вот надо порой просто походить, да. Да и чтобы ноги согрелись. А если долго едешь, ноги они начинают мерзнуть. Че, я 2 часа еду? Это сколько я вообще проехал? 32 проехали. Да пойдет, что, сейчас уж Галышманово скоро будет. Заедем. Что мне по сути надо? Ну, либо 2 тушенки, либо тушенку и колбасу. Ну, я думаю, наверное, колбасу возьму. И в течение дня колбасу поем. И потом, когда вечером на стоянку стану, тоже колбасу поем. А с утра уже тушенку делать. Вот, все вот этот вчера вечером доел тушенку. Вот она реально вкусная, да. Там и мясо как мясо, вот видно прямо. А это что-то курганское, что-то какая-то фигня в последнее время. Одна бурда там, в общем, вот. Я, наверное, курганскую больше не буду брать. Она и стоит 200 рублей. В общем, ту, которую я брал, блин, я опять же название не запомнил. Да, она и подешевле стоит, ну и поинтереснее намного. А так у нас Галышманово направо уходит. И Ишим вперед. Так тогда надо сейчас карту посмотреть. Сколько еще до этого Галышманова ехать-то? Если там, блин, километров 10 до туда, то и нафиг надо уже. Может, до Ишима доедем. В Ишиме закупимся. Это вот реально вот направо Галышманово. Ну, а сейчас до перекрестка доеду, посмотрю карту, что там, кого, как ехать. Я глянул, 4 километра до Монетки ехать. Может, даже и раньше что-нибудь появится. Ну ладно, что, прокатимся. До Ишима 80. Ну, блин, не знаю, доедем, не доедем. Ну, к вечеру доедем, опять неизвестно погодные условия какие будут. Короче, в Галышманово едем. До первого сетевого магазина. Я вот уже 42 проехал. А если до Ишима ехать, это опять будет 120, и опять будет потемка все. Ну, короче, правильно сделал, что сейчас в Галышманово заедем. Я сюда не заезжал. В Ишим-то я тогда заезжал, помню. Надо в аптеку еще заехать. Если что, взять приспособу, клещедерку. Клещей выдирать, если что. Ну, она такая пластмассовая штучка, как гвоздодер. Клещедер. Ну, и может это ногти-кусалки там в аптеке продаются. В общем, посмотрим. Хотя, в принципе, мне кажется, эти ногти-кусалки, наверное, на заправках должны быть. Но я еще не заезжал, не проверял. Ну, вон он, Галышманово уже виднеется. Дома, предприятия там вдалеке, в тумане, либо в дожде. А вот и сама табличка. Кстати, может быть, даже магазин-то где-нибудь и здесь будет. Потому что на Google картах не так часто обновляется информация, где что стоит, построено. Метрополис. Что это, магазин, не магазин? Вообще непонятно. Что, сюда может зайти? Вроде похоже на магазин. Издалека я посмотрел, вроде там что-то такое, бутылки всякие продают. Да, наверное, обычный магазин. Сейчас зайдем, поглядим. Да, он супермаркет. Ладно, уж сюда зайдем, не будем пятерочку искать. А то, ну, до Монетки там по карте еще километра 2 ехать. А тут вот такая шикарнейшая крыша. Вон даже для велосипедов есть. Рифтамид антиклещ, можно вот такой взять. Но мне его брат посоветовал. Ну, магазин такой сетевой, все есть в принципе, плюс-минус одинаково. Он с охранником поговорил. Да, я вот, наверное, его возьму. Че, маленький пузырек, возьмем его. Канина он 261 стоит. Я тут вон что увидел. Бюджет 77,50. И вот еще тушенка кусковая 75. Тут
прямо это плотно все. Короче, берем. По-любому проверим, что за качество. Пока в магазине был, дождь прошел. Ну реально, видимо, так хорошо прошел. Сейчас-то его вроде нету, он по лужам не видно. Ну что, в общем, закупился на 635 рублей. В принципе, магазин очень хороший. Блин, цены не такие уж и дорогие. Вот даже вот эта кола 100 рублей стоит. В других магазинах она вроде подороже стоит. 2 тушенки, антиклещ, колбаса что-то 180 рублей и яблоки 50 рублей. Ну что, пойдет в принципе нормалек вообще. Одобряю. Хороший магазин. И не надо было бы ехать. Сейчас бы я ездил, там пятерочку искал. И как раз в это время, видимо, ливень пошел. Я в этом магазине минут 15 ходил, наверное, где-то. Так что вот такое Галышманово. Ну и все, мне сейчас километра 2 и до трассы недалеко. Ну да, сейчас идет такой какой-то дождик непонятный. Ну все, спасибо тебе, магазин, отличный магазин. Да, дождь начался. Ну, вернее, он был. Видимо, так хорошо пролился. И сейчас вот это микро-микро дождь идет. Вот прямо даже видно, как туман. Я вот думаю, а что, блин, одевать дождевик, не одевать. Под ним жарко будет. А этот дождик, по сути, ни о чем. Ну, он такой, пыль. Водная пыль, да. Ну, в общем, посмотрим. Этот я одел на всякий случай, но он уже весь в капельках. Вот я за сумочку вот эту. Ну, такой микродождь эту сумочку не промочит, по сути. Ну, ладно, до трассы доедем, там видно будет. Что-то я не пойму. В прошлой табличке Омск вроде 350 был. Тут 407. Там 422. Омск. Екатеринбург 538. Что-то эти таблички друг другу врут. Да. Вот, кстати, здесь вроде такого дождика не было. Вон, часть сухого асфальта есть. Ну, видимо, это местами поливает. Ну, в общем, хорошо, что я заехал. Отличный магазин. Надеюсь, отличная тушенка. Ну все. Галышманово пока. А мы вперед на Ишим. И сразу табличка Ишим. Ну да, микродождик все-таки есть еще. Ай да и ладно. Зато не жарко. Я в Галышманово, да, в этот магазин захожу. Ну там одни двери только рабочие, ну, вход. Захожу, ломлюсь с великом. Охранник такой подбегает: куда? Ну я уже частично зашел в магазин. И как бы вот велобол там сзади был. Он говорит: так ставь туда велик. Потом, ну, видимо, увидел то, что у меня сумки, я типа а-ля турист. Говорит: ну, типа путешественник. Но, говорит, ну давай, заезжай, заходи. Ну, с ним поговорили о том и сём. Вот он мне сказал, цены примерно плюс-минус одинаковые в этом магазине. В общем, все. А тут реально вообще дождика не было. Ну да, частями ходит дождик. Вообще удачно приехал. Ехал до магазина по сухому асфальту, вышел. Асфальт сырой. На трассу вернулся, опять сухой. Замечательно просто. Вон впереди прямо ничего не видно. Туман такой. А это там поливает. И походу сюда идет. Ну если что, у меня это дождевик-то сзади лежит. Недолго его нацепить. Температура 13,8. 54 проехали. А сколько время-то, интересно? Ну, 1:30. Ну и что-то решил немного передохнуть. Ну, вот видно, если на седле вот этот микродождик. Вот он, малюсенький капельки, там даже миллиметра, наверное, нет.
А там такой туман. Ну, либо это в совокупности, вот этот дождик накапливается, микродождик, и вдалеке так кажется, что там он пипец поливает. Либо реально там он поливает. Ну, надо передохнуть, не надо гнать, что уже. Пол нормы сделали, а время только полвторого. Я думаю, соточку, наверное, сегодня сделать. До Ишима не буду доезжать. Перед Ишимом где-нибудь остановиться. А то ноги уже, да. Вот так сгибаешь, прямо вот мышца тянется. Надо... Не надо перенатруждаться. У нас километров еще много. Времени много, я никуда не спешу. Сегодня что, 12 мая всего, или 13 уже. Еще даже лето не наступило. Так что надо в темпе, потихонечку ехать, не торопясь. Тише едешь, дальше будешь. Вот реально там тоже такой туман. Да, это, видимо, в совокупности вот это от расстояния в зависимости, вот так кажется. Микродождик сегодня. Вон там прямо. Ну, лучше микродождик, чем проливной дождик. Но опять же, проливной дождик прошел и закончился. А под таким микродождиком за весь день-то тоже можно неплохо вымокнуть. Это все, еще одно Галушманово, что ли? 7 километров туда. Или это на разворот? Ну, на разворот была бы закорючка, типа туда. Да нет, походу еще какой-то Галушманово есть. Ну, либо там буква какая-нибудь, может, меняется, на которую я внимания даже не обратил. Река Емец. Помню, я под этим мостом пережидал грозу. Ну, это купался, стирался. Ну и потом там гроза пошла. В общем, даже я вроде костерок разжигал. Ну, тогда была гроза, она прошла циклонами, закончилась. А вот не было такого, что этот пылевой дождь. Кладилово. Я что-то не пойму, там есть остановка, нет? Тогда можно и посидеть уже, он почти 60 пройдено. Непонятно, но вроде что-то есть, да. Да, отличная остановка. Посидим, отдохнем. Недолго думая, я себе накрыл поляну. Да, пора покушать. Испробуем вот эту чесночную колбасу. Тоже курганский мясокомбинат, все дела. Интересно, на какого она качества. Оп. Так, ну все, кушаем. Как раз время 2 часа доходит, самое то. Конечно, можно было бы достать газовую горелку, там, чай самое подогреть. Но это так неохотно. А я вот кока-колу пойдет, внутри все равно все согреется. О, какой кран проехал. Вот еще один. Какие-то навороченные. Да, я так думаю, наверное, надо куртку одеть. А то реально фуры проезжают, всего обливают. Вот это микропыль, дождь. А тут как раз он заезд есть. Опять же в куртке будет жарко. Хотя что, 14,3. Ну, я думаю, не шибко жарко будет. Хотя бы сухо. А то сегодня, по ходу дела, прямо такого конкретного дождя не будет. Вот так весь день вот эта микропыль будет. О, видно, как дождь идет. Сегодня только куртку одел. Ну, блин, ее снимать надо и одевать дождевик. А то она промыкает, и как бы она вся потом все равно промокнет, а дождевик можно снять, одеть. Вот он у меня уже наготове здесь. Ладно, снимаю куртку, одеваю дождевик, хоть не так жарко будет. Ну, собственно, вот как-то так, дождевик пончо. Вот он такой, он хотя бы дышит, когда, ну, там задувать всяко будет. Вот реально дождь пошел. Я только говорил, типа, ну, наверное, микродождь будет весь день, ага, и вон дождь какой пошел. В общем, поедем вот так в дождевике.
Да, если в путешествии условия погодные или какие-либо другие меняются, не нужно на это забивать, а сразу под них подстраиваться и как можно быстрее. То есть вот, реально дождь пошел, я сразу накинул. А под микродождем я бы как бы и в Курске бы мог спокойно ехать. Под дождем не. Она вымокнет сразу же махом. В общем, мы тут отдыхаем. Вон сейчас я колу достану. Сколько я проехал? Температура, кстати, упала. 70 есть. Все, 30-очка до нормы. Ну, в общем, отдыхаем, да, и дальше едем. Как обычно, да. А это Черемшанка. И вон сколько этих. Буренок пасется. И мужик на лошади. А что, нормально на лошади сидишь, от нее тепло, под дождевиком. Милое дело. Вон сколько буренок. А вот и пастух. Ну да, в дождевике, на лошадке. Вот и лошадные красотки. А, и камера запотела, ничего не видно. Вот машин нету, слышно, как дождь барабанит. О, у нас впереди Октябрьский, оказывается. Ишима 56. Но я уже 70 проехал. Не, это будет 130, если до Ишима ехать. Короче, перед Ишимом где-нибудь будем вставать. Еще, может, километров 40 накрутим, чтобы 100 плюс был. Да и хватит. Еще надо место искать. В таких условиях место под палатку, ну, сложновато порой найти будет. Привет, солнышко! Ты что это удумала, светить сегодня, что ли? Ха-ха-ха, солнце вышло. Ну, за облаками, конечно. Но солнечную панель я точно не буду ставить. Как бы, если что, на сегодня, да еще хватит аккумулятора зарядить пауэрбанка. Ну, дождик он еще идет, вот этот уже микродождь пошел. Но все равно вот эта пыль проезжающих машин, вот сейчас вот фура проедет, капец там будет. И, ну, как эта пыль пройдет, так я вот думаю, и можно и дождевик снимать. Как бы в дождевике не жарко, не холодно, вообще комфортно. Ну да, парусность большая, вот ты едешь из-за этого тише. Как бы минус только в этом. Вон, летит. Вон против после него. Какой след остается. Ну, может, на камеру это плохо видно, но реально прямо туча такая дождевая. Туча на колесах. Ну, солнце это, конечно, хорошо, хорошо. Так, глядишь, и вообще дождь закончится. А вот он и Ишимский район. До Ишима немного. Но мы сегодня туда, наверное, не поедем. Ну, загадывать не стоит, видно будет. Что-то полтинник до Ишима, что ли? Ну, на табличке было написано. Да и на прошлой табличке тоже полтинник вроде был написано. Что-то у них таблички разнятся. Кому верить? Верить только если телефон доставать и смотреть. А у нас направо карусель. Ага, я вспомнил, я же туда заезжал тогда. Я помню, там была колонка. А чё, поехали, заедем. Там магазин был. И, кстати, тогда, да, реально, это тоже дождь был. Я вон на той остановке стоял. По карте смотрел, есть ли там магазин или нет. Да, помню. Как это будто было вчера. Ну все, карусель за водой. Ну что, у меня тут 2 литра. Может, 2,5 осталось. Зарядимся по максимуму, короче, да. Вон червей-то сколько повылазило.
А по трассе их просто целая куча. А тут реально кругом эти червяки лежат. Да-да, вот она и колоночка. Надеюсь, она работает. О, бабушка на велосипеде. Здравствуйте. Колонка, да, работает, да? Да. Ой, хорошо. Красота. Водичка моя обеспечена. Вновь. Хотя я, может, блин, перестраховываюсь. Нафига столько воды вожу с собой? Черт его поймешь. Хотя это что, у меня может фобия еще с прошлого путешествия к Казахстану, когда там по степям ездил. Даже жарище было, когда вода очень сильно уходила. И бывало моменты, что она могла закончиться. Но в принципе она мне никогда и не заканчивалась. Всегда то я находил, то на трассе останавливались, дарили, то колонки находил. Да, кстати, в том году на воду практически не тратился. В этом году я что-то часто уж ее больно покупаю в пятерочке. А в монетке брать там чуть-чуть подешевле она. Ну все, спасибо карусели за водичку. А мы его на ту остановку, где тогда сидели. Ну да, еще по поводу то, что скажете, мол, а что ты типа дофига набираешь, это же вести надо, лишний вес. Я вот лично, я не чувствую этот вес, что я набираю. Ну вот что я сейчас набрал, ну 2-3 литра я набрал, 3 килограмма. Я еду, это я вообще никак не чувствую ногами. Не знаю, может кто-то чувствует, может я просто не чувствую. Потому что тут веса и так дофига. Ну не знаю, все вот если взвешивать, я не взвешивал. Ну 15, может больше даже. Ну вот реально, плюс там 2-3 килограмма, 2-3 литра, для меня это ну ни о чем, я это не чувствую, не ощущаю. Но зато ощущаю, как бы сказать, моральное спокойствие, то что есть вода. А если даже, например, завтра там будет весь день дождь лить, и я типа могу спокойно там остаться еще на день, типа дневку устроить, вот в этом плане, то есть. То что без воды я не останусь, да. Кстати, вроде дождик закончился. Вот тут такой у них канал, речуха, что, ручей, непонятно в общем. Можно даже сейчас посидеть немного, подождать, когда асфальт подсохнет. Асфальт махом высохнет. Машины потому что ездят, они способствуют этому быстрому высыханию асфальта. Карасуль. А я что-то вроде карусель называл это село. Это значит Карасуль, а не карусель. И все направо, не налево. А налево и некуда, даже дороги нет. Это что-то и к ним, кстати, дорога такая не очень-то. Крутые озерки налево. Ой, и круто, что есть остановка. О, черви. Везде ползают. Я уж сколько тут их передавил ненароком. Но больше объехал. Я стараюсь не давить их. Но порой не успеваю свернуть. Приходится их переезжать. Ну ладно, можно минутки 2 посидеть, 3, а может и 5. Я думаю, прогноз погоды посмотреть, что там, дождь-то когда снова пойдет. Вроде пока точно они все предсказывают. Ну, конечно, если интернет тут есть. 98 есть. Но я уже это место подыскиваю для палатки. И он дождик опять стал что-то накапывать. Вон товарничок катит. Ну вот я вот этот лес смотрю, может туда куда-нибудь занырнуть.
Ну что, время-то еще мало, в принципе. Только 6 часов доходит. Да, можно и пораньше остановиться, да. Что, сотку сделали, да и ладно. Да, пораньше встану, пораньше лягу. Да я еще эти аудиокниги накачал. Ну, лекции. В общем, можно полежать, послушать. Ну, костерок, наверное, уже сегодня навряд ли получится. Все сырое. А если что, на газовой горелке разогреем. Так-то можно и вот прямо здесь где-нибудь между трассой и железкой. Ну, блин, шумно будет. Вот, я думаю, либо слева лесок, либо справа, куда-нибудь туда. Вот такой лесок. Там направо разъезд номер 36, что ли. И я там вдалеке вижу поваленное дерево. И как бы вроде трава не такая высокая, можно в принципе зайти. И кустов нету, клещей не будет. Так что да, наверное, туда. 99,69. Ну чё, до туда дойдем, сотка будет, да. Сотку пешком дойдем. Короче, да. Если видно, вот там дерево лежит. Да просто опять дождик что-то накрапывает. Там туча такая ползет. Сейчас как зарядит нафиг. И где что потом искать. Ладно, все, ныряем в лес, короче. Ну да, с трассы мне вообще видно будет, как на ладони. Да, пофиг, я не заморачиваюсь по этому делу. Видел, да, я вон ту березу. Ну, иду, а вот это-то поинтереснее даже будет. Да. Березонька. Хотя хоть и посидеть можно. Комаров тут просто тьма. Ну, клещей-то, я думаю, навряд ли будут. Сырость такая. Они сидят под травой, под листочками. Прячутся, гады. Ну, я вчера обрабатывал, хотя там написано, типа, 10 суток держится. Блин, либо на 10 суток использование только. Ну, короче, не знаю. Ладно, надо это... апартаменты раскладывать, а то реально комары что-то вообще лютуют. Походу сегодня их будем душить в палатке. Ну, спиралькой, естественно. Гуманным способом. А не таким бам и размазал мозги ему. Ну все. Че, сотка-то хоть получилась? 99,83. Да, отсюда не только трассу видно, и видно железную дорогу. Ну что, сегодня будет просто шикарная ночь под шум железной дороги и трассы. Я тут уже палатку почти все сделал. Потихонечку разбираюсь. Да, вот этим, вот эта штука побрызгал. Что в монетке тогда брал? От комаров, от клещей. Ничего, реально помогает. Комары просто летают. Ну, никто не упустил еще. Вот только насколько по времени она действует. Да, ну-ка. Что, 10 суток. Вот не верю, что она 10 суток действует. Вот на 10 суток, да, может быть. Если каждый раз брызгать, что-то заблуждение вводит. Ну ладно, что, я вот тут потихоньку раскладываюсь. Вон там вот реально вот прямо такая свинцовая туча идет. Там такая туча. Там так вообще. В общем, ладно, я вовремя остановился. Не стал больше сотки делать. А время 6:06. Ну, пойдет, что, хоть отдохну сегодня получше. Как бы, а то что, я приехал, поел, спать лег, проснулся, собрался, поел, уехал. Все. Отдых-то в основном только сон. А порой, да, надо, чтобы, ну, пораньше приехать, там что-нибудь поделать, например. Ну, вот лекцию я сегодня послушаю. Я так, да, и так перед сном их слушаю. Ну, там полчаса полежишь, послушаешь, и все, глаза закрываются уже. Уже ничего не понимаешь, что говорят там. А если что, лекция называется «Ведическая астрономия и астрология». Вот. Ну, очень интересно, рассказывают там тоже все.
про мироздание, как все создавалось, ну, с точки зрения ведической культуры, да. Ну, свой кругозор интересно расширять тоже. Там прямо есть что послушать. Что-то я решил начать с кофе. Ну, что-то реально пока кушать неохота. Я взял вот такие штуки. Старли какие-то. Чокопайки типа такого что-то. Да, у меня вон еще пряники есть. Ну, будем кофеек с молоком. Вода уже скоро закипит. В принципе, все подготовил. Велик укутал. И типа как замаскировал даже. Ну, палатка так-то, в принципе, тоже такого маскировочного цвета. Ну да, вот эта надпись белая. Ну, в принципе, березы тоже белые. То есть, можно сказать, я тут как в маскировке сижу. Ну, если смотреть, да, конечно, видно. Вон машины ездят. Сегодня получше отдохнем. Что, получается, 6-й день сегодня. И, ну, да, где-то даже 600 уже с лишним километров у нас намотано. За все путешествие. Завтра что, получается, 7-й день будет? Неделя, что ли, как? Или сегодня 5-й день? Я уже все. Счету начал сбиваться. Ну, я на бумажке где там записываю. Там, да, можно посмотреть точно. Да, еще тут сидел. Птичка низко-низко так пролетела и какнула. И вот 2 следа. И главное, вот она так раз пролетела, и вот туда на ветку села и чирикает, сидит. Будто смеется надо мной. Ну, говорят же, типа, если птица какнула, это типа, ну, хорошая примета, если верить в эти все приметы. Да, кстати, комары так и до сих пор не кусают, но уже пытаются садятся, что-то улетают. Ну, видимо, этот запах стоит, и им не нравится эта аэрозолька. Я прямо на лицо так побрызгал, хотя там, наверное, нельзя так делать, да и пофиг. Да, тут у нас почему-то вот такие все березы, не знаю почему, макушки срубленные, будто бы поваленные. Чего так интересно? Будто там такое чувство, что там дальше болото, что ли. Ну, в общем, не знаю. В общем, вот так денек прошел. Отлично, замечательно. Опыта набираемся езды под дождем. Ох, этих дождей еще будет впереди, мне кажется, целая куча. Сегодня такой микродождь и моросящий дождь был, да. А когда пойдут настоящие грозовые с молниями дожди, ох, там будет, наверное, весело. Ну ладно, хоть немного дождь стих под вечер. Ну, я говорю, все равно тучи есть. Но они что-то ходят. Вот прямо надо мной туча такая. Ну, камера, наверное, не передает это. Блин, прикольное место, ничего не скажешь. Птички поют, как бы трасса шумит. Мне нравится шум трассы, как бы. Это даже успокаивает как-то. Ну, успокаивает, не успокаивает, но чисто как на фоне шумит. Это, знаете же, там некоторые музыку включают перед тем, как спать, там шум ручья, там шум птичек. И, кстати, трасса точно так же для сна действует. Точно так же. Это поначалу, может, непривычно тебе кажется, то, что шумит, а потом привыкаешь уже. Как бы трассы ты вообще не чувствуешь. О, это военные грузовики едут. Колонна. Вон еще один отставший. Видать, воинская часть где-то здесь. Ну или просто ездят по своим делам военным. Так, ну вот пока болтаю, вода уже запузырилась. Сейчас будем кушать. Все, можно выключать печку. Оп. Кружка реально большая. Я думал, маленькая будет. Но
Я это не могу меру подугадать. Каждый раз чуть-чуть до воды остается. Кофеек. Я, наверное, сегодня тушняк не буду есть. У меня вот что, гречка осталась. Надо гречку доедать. Вон сколько. Ну и с этой колбасой, что сегодня ел. Так, да, это курганская колбаса. Вот она. В принципе, она чесночная. Ничего, вкусная. Колбаса варено-копченая. А вот тушенка у них что-то такое. Ну, вообще не то стало. Что-то мне разонравилось. Раньше она вкусная была. Тушенка сейчас какая-то не очень, да. Попробуем эти штучки. Ну, пряники как пряники, ничем не особо не отличаются. Плюс-минус они все такие же. Вот такая штука. Ну, ничего, есть можно, вкусно. Ну, все, приятного аппетита еще раз. Мне, ну и вам, если вы еще раз кушаете. Хотя, что, серия минут 40 будет. Я вот бывает тоже смотрю на ютубе серии какие-нибудь. Также какие-нибудь путешественников. Так, ну да, бывает, реально еду приносишь и кушаешь. Но ты как бы в начале серии съедаешься и все. А потом, если там желают приятного аппетита, так я уже, ну, грубо говоря, 30 минут назад поел, пока серию досмотрел. Ну, так образно, если 40 минут серия идет. Ну ладно, это треп, болтовня. В общем, на этом все, наверное, да. Соточку проехали. Ну, сегодня высоты вроде особо не набирал. Ну, дождь, да. Вот если бы небо было бы солнечное, 100% без дождя, да, я бы, скорее всего, бы еще крутил и крутил, может быть, и 130, и 140 дал. Ну, что-то реально неохота. Вот эта неопределенность, будет дождь, не будет. То вот я вот сижу, капельки накапывают все равно. Видать, идет так это, мелко-мелко откуда-то и просачивается дождик. Так откуда-нибудь, вон, сверху. Ох, там тут что-то, ого-го какая. Ну да, если что, как бы у меня все готово, я могу эту газовую горелку и туда, в палатку, и в тамбуре покушать. Также чаек разогреть. Так что ничего страшного. Главное, палатку успел поставить. Ну да, земля сырая. Ну ладно, ничего не сделать уже. У меня тента с собой нету, чтобы стелить на землю. Да, он как бы и не нужен, лишний вес только. Ну все, на этом все. Вот такая серия, вот такой день. Всем пока. До завтра.